Все видео данного мастер-класса вы можете найти в одном плейлисте по ссылке в описании к этому видео. Сейчас приступаем к 10-му ряду. Это у нас ряд четный, поэтому мы его провязываем просто изнаночными петлями. Из 10 по 16 ряд включительно мы провязываем все лицевой гладью. То есть изнаночные ряды мы вяжем изнаночными, кроме петель ленты, а лицевые ряды мы вяжем полностью лицевыми. Сейчас приступаем к 10-му ряду, провязываем 3 петли нашей ленты лицевыми, перебрасываем маркер, и здесь уже все остальные ленты самой шали, за исключением последних 3, мы провязываем просто изнаночными. То есть у нас здесь получается 19 петель. Вяжем вот так за передние стенки. И я сейчас также у себя в блокноте напишу подряд просто вот эти все ряды и буду отмечать, какой я провязал. Буду ставить под числами, под номерами рядов точки. Так, провязали петли изнаночными, перекидываем маркер. Крайние 3 у нас всегда лицевые. Вот так за переднюю стенку. Все, таким образом наш 10-й ряд завершен. Вот я сейчас себе в блокноте отмечаю точку, что я 10-й ряд провязал. И нам нужно провязать по 16 включительно лицевой гладью. Я прям так сейчас напишу: 11, 12, 13, 14, 15, 16. И сейчас приступаем к 11-му ряду. Он у нас лицевой, потом 12-й изнаночный. Вот четные ряды у нас всегда изнаночные. А вот эти нечетные мы сейчас провяжем лицевыми. Давайте провяжем все вот эти ряды, включая 16-й, самостоятельно. А дальше с 17-го ряда я вернусь и покажу, как вяжем дальше. Итак, провязали 16-й ряд включительно, вот изнаночными петлями. Сейчас мы будем приступать к 17-му ряду. Я себе отмечаю то, что сейчас я буду вязать 17-й ряд. Провязываем первые 3 петли, как обычно, лицевыми за переднюю стенку. Перебрасываем маркер. И здесь выполняем накид, 1 лицевая за заднюю стенку. Накид, лицевая за заднюю. Накид, лицевая. Накид, лицевая. Накид, лицевая. Провяжем этот ряд до конца, накид, лицевая. И в конце ряда, перед вот этими нашими 3 петлями, мы также выполним накид, а уже потом перебросим маркер. Итак, вот я провязал 17-й ряд до конца, выполнил последнюю лицевую, последний накид, перебрасываю маркер, и последние вот эти 3 петли нашей ленты мы провязываем лицевыми. Все, таким образом наш 17-й ряд завершен. И между маркерами, не считая вот этих крайних петель, вот здесь должно быть 39 петель. И сейчас приступаем к 18-му ряду. Этот ряд у нас четный, получается, мы провязываем лицевыми только первые 3 петли нашей ленты, края шали, перебрасываем маркер, а все остальные петли мы провязываем изнаночными. И таким образом мы самостоятельно провяжем с 18-го, то есть вот сейчас мы вяжем 18-й ряд, до 28-го ряда включительно. То есть вот я себе здесь уже расписал все эти ряды, их мы провязываем только лицевой гладью. Изнаночные четные ряды изнаночными петлями провязываем, и нечетные ряды все провязываем лицевыми. И в каждом ряду крайние 3 петли с одной и с другой стороны у нас всегда вяжутся лицевыми. Все, провяжем все вот эти ряды самостоятельно, включительно до 28 ряда. Это будет у нас изнаночный. Из 29 ряда я вернусь и покажу, как мы вяжем дальше. Итак, вот я провязал сейчас последний 28 ряд изнаночными петлями. Мы разворачиваем работу и сейчас приступаем к 29 ряду. Первые 3 петли, как обычно, мы провязываем всегда лицевыми. За переднюю стенку 1, 2, 3. Перебрасываем маркер. Сейчас выполняем накид и провязываем 2 петли вместе лицевой. Вот так. Спицу вставляем сразу за 2 петли и провязываем лицевой. 1, накид
И опять 2 вместе лицевой. То есть мы провязали 2 раза накид, 2 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой. Теперь до конца ряда мы провязываем накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая. Провязываем так до конца ряда, до маркера, пока у нас не останется перед маркером 4 петли. И тут я вернусь и покажу. Итак, вот мы до конца провязали лицевая, накид. Я здесь закончил лицевой. И передо мной 4 последние петли. Мы здесь выполняем сейчас, после последней лицевой, какую мы сделали, накид, 2 вместе лицевой. Опять накид, 2 вместе лицевой. Опять накид, перебрасываем маркер и здесь провязываем наши кромочные 3 петли, просто лицевой. 1, 2, 3. Таким образом 29 ряд завершен. И теперь приступаем к 30 ряду. Сейчас его провязываем самостоятельно весь изнаночными петлями, кроме кромочных, которые мы всегда провязываем лицевой. Итак, провязали 30 ряд до конца все изнаночными петлями. У нас должно получиться 71 петля, кроме кромочных. Сейчас приступаем к 31 ряду. Кромочные петли мы также провязываем, как обычно, просто лицевыми петлями. 1, 2, 3. Перебрасываем маркер, выполняем 1 лицевая петля. И сейчас нам нужно сделать прибавку из протяжки. Протяжка — это вот она, вот эта нить, которая у нас между петлями идет. То есть вот она, откуда петля выходит, вот она, вот эта петля. Мы сейчас делаем прибавку из этой петли. Мы вот так ее сзади спицей цепляем вот эту протяжку, надеваем на левую спицу и провязываем лицевой за заднюю петлю. Вот так, за заднюю. Провязываем лицевой. И у нас получается такая лицевая, она скрещенная, видите? Она нам в этом месте нужна скрещенная, чтобы у нас не получилось большой дырочки. Все, одну петлю прибавили. Теперь все остальные петли мы провязываем просто лицевыми. Получается, если у нас в предыдущем ряду получилось 71 петля, и так как сейчас мы одну петлю из протяжки вот между петлями прибавили, одну петлю, получается у нас в конце этого ряда должно быть всего 72 петли, не считая 3 кромочных. Все, вяжем этот ряд до конца просто лицевыми. Это 31 ряд. И следующий 32 ряд полностью просто провязываем, кроме кромочных, изнаночными петлями, как обычно. Итак, приступаем к 33 ряду. Вот я здесь уже провязал 3 петли кромочные лицевыми. Перебрасываем маркер. И теперь выполняем 2 лицевые петли. 1, 2. Теперь 2 петли вместе лицевые с наклоном вправо. Нам нужно, чтобы петли наши смотрели вправо. Как нам это сделать? Мы берем 2 петли и их переворачиваем. За заднюю стенку спицей снимаем одну петлю и снимаем следующую петлю. И перебрасываем их обратно. Мы их перевернули. И теперь мы 2 петли вместе, вот таким образом, начиная со второй, с нижней, вот так провязываем лицевой. Таким образом у нас эти 2 петли смотрят в правую сторону. То есть вот мы провязали 2 петли лицевые вместе с наклоном вправо. Теперь выполняем накид, лицевая, накид. Накид, лицевая, накид. Теперь 2 петли вместе с наклоном влево. Здесь мы ничего не переворачиваем, а просто 2 петли провязываем вместе. Лицевой. Вот, и таким образом у нас эти 2 петли, вот они смотрят в левую сторону, наклонены. Теперь провязываем 4 петли лицевые просто. 1, 2, 3, 4. Теперь 2 вправо. Снимаем за заднюю стенку 2 петли. Перебрасываем обратно и провязываем
лицевой. 2 вправо. Теперь накид, лицевая, накид. Накид, лицевая, накид. 2 влево. Просто провязываем сразу 2 петли вместе. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 2 вправо, за заднюю. 1, 2. И повесили обратно. Провязали лицевой. Накид, лицевая, накид. Накид, лицевая, накид. 2 влево. Сразу 2 провязываем лицевой. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 2 вправо. 1, 2. Перекинули. Провязали лицевой. Накид, лицевая, накид. 2 влево. И опять 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. И сейчас 2 вправо, накид, лицевая, накид, 2 влево, 4 лицевых. 2 вправо, накид, лицевая, накид, 2 влево, 4 лицевых. Вяжем таким образом ряд до конца. Итак, вот я подхожу к завершению 33 ряда. Вот я здесь выполнил 2 вправо, накид, лицевая, накид, 2 влево. И у меня здесь остается 2 петли. Мы их просто провязываем лицевыми. Перебрасываем маркер. И здесь у нас кромочные, как обычно, 3 петли лицевые. И теперь приступаем к 34 ряду. Мы его, как обычно, просто провязываем изнаночными петлями, только кромочные лицевыми. Итак, провязали 34 ряд изнаночными петлями. Здесь я уже приступаю к 35 ряду. 3 кромочные лицевыми я уже провязал. И здесь вот в своем блокноте я отмечаю вот таким образом. Я провязал здесь вот уже количество рядов. То есть вот 33 ряд мы провязали по первому ряду схемы. То есть вот я приложил схему. Схема у нас состоит из 4 рядов. 1, 2, 3 и 4. Где 3 и 4 ряды у нас четные, поэтому мы их вяжем просто изнаночными петлями. И здесь на схеме указано 1 и 3. То есть мы вяжем по схеме только лицевые ряды. А четные здесь не указаны, потому что они просто изнаночными провязаны. И вот у нас по схеме 33 ряд был первый, который по схеме. Я здесь подписал то, что вот это первый ряд по схеме у меня, чтобы я потом не запутался. 34 вот я провязал. Я понимаю то, что это у меня просто был изнаночный. Сейчас мы приступаем к 35 ряду. По схеме это вот цифра 3. Я просто пишу то, что это у меня третий ряд нашей схемы, нашего раппорта. Итак, приступаем к этому третьему ряду схемы. То есть по факту это у нас 35 ряд нашей шали. Перебрасываем маркер и приступаем к нашему узору. Выполняем 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо. Снимаем за заднюю стенку 1, 2, перебрасываем обратно на спицу и провязываем лицевой. Затем накид, 3 лицевые, накид. Накид, 1, 2, 3, накид. 2 лицевые с наклоном влево. Сразу вставляем спицу и провязываем 2 петли вместе. 2 лицевых. 1, 2. И у нас раппорт повторяется. 2 вправо, за заднюю. 1, 2. Перебросили. И вместе провязали лицевой. Накид, 3 лицевые, накид. Накид. 1, 2, 3. Накид. 2 влево. 2 лицевые. 1, 2. 2 вправо. Сняли, перебросили. Так, 2 вправо. Накид, 3 лицевые, накид. 1, 2, 3. Накид, 2 влево. 2 лицевые.
Раз, два. 2 вправо. Накид, 3 лицевые, накид. 2 влево. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. В конце ряда у нас получится не 2 лицевые, а 1 лицевая. Но я там вернусь и покажу. Схему прикладываю, можете опираться на нее. Итак, я подхожу к завершению 35 ряда. Вот я по нашему раппорту сделал здесь 2 вправо, накид, 3 лицевые, накид, 2 влево. И у меня остается здесь 1 петля по рисунку. Мы ее провязываем лицевой, перебрасываем маркер. И здесь у нас 3 лицевые кромочные. Далее 36 ряд мы просто провязываем сейчас изнаночными петлями. Вот я себе здесь отмечаю. Вот мы по схеме провязали сейчас 35 и 36 сейчас я провязываю просто изнаночными петлями. Итак, провязали 36 ряд изнаночными петлями. Кроме кромочных, конечно, они у нас всегда лицевые. И вот здесь у нас уже начинает вырисовываться такой наш рисунок. И сейчас мы будем приступать к 37 ряду. И у нас эти ряды будут повторяться. То есть 37 ряд у нас будет такой же, как и 33. Поэтому я ставлю цифру 1. То есть обратите внимание на схему. Первый ряд схемы будет точно такой же. Точнее, вот 37 ряд будет точно такой же, как и 33. То есть сейчас, как обычно, я провязываю 3 петли просто кромочные лицевыми. Провязываем 1, 2, 3. Перебрасываем маркер. И здесь пошли вязать по схеме первого ряда. Выполняем в начале ряда 2 лицевые петли. 1, 2. Затем у нас идет 2 вправо. То есть за заднюю петлю мы перекидываем и провязываем лицевой. Они у нас с наклоном вправо. Затем накид, лицевая, накид. Накид, лицевая, накид. 2 влево. Сразу вот так их провязываем. И у нас идет по рисунку 4 лицевых петли. 1, 2, 3, 4. И у нас раппорт повторяется 2 вправо. За заднюю стенку снимаем, перебрасываем и провязываем лицевой. Опять накид, лицевая, накид, 2 влево и 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Схему я прикладываю, можете опираться на схему, либо же вы можете вязать по видео. То есть вы сейчас перемотайте на 33 ряд и провяжите 37 как 33. Потом 38 у нас идет изнаночными петлями, 39 мы вяжем как 35. То есть по схеме это 3 ряд у нас. Вот 39 как 35. Потом вот 40, 42, 44, 46 и 48. Все четные ряды мы вяжем изнаночными, кроме кромочных, которые всегда лицевые. 41 мы вяжем вот 1, потом 3. 1, 3. То есть вот сейчас мы провязываем 37 ряд как 33, 39 как 35, потом опять 41 как 37 и как 33 точно так же. То есть вы можете перематывать на вот эти 2 ряда 33 и 35 и повторять их, чередовать между собой. Вот можете также себе расчертить и отмечать просто ручкой, на каком вы ряду находитесь и какой ряд нужно сейчас вязать. Повторяем этот рисунок вот так все одно и то же вплоть до 48 ряда, который у нас будет изнаночными. А уже в 49 ряду я вернусь и мы продолжим вязать дальше. Итак, мы провязали 48 ряд до конца просто изнаночными петлями. И вот такой рисунок у нас получился. Теперь приступаем к 49 ряду. Мы первые 3 петли кромочные, как обычно, всегда провязываем лицевыми. Перебрасываем маркер. И весь этот ряд мы также просто провяжем лицевыми петлями.
до конца просто лицевые петли. И следующий, 50 ряд, он у нас будет четный. Получается, мы его провяжем полностью просто изнаночными петлями. Вот эти два ряда провяжем самостоятельно. Это у нас получается лицевая гладь. Здесь сейчас лицевые петли и следующие изнаночные петли. Встретимся в 51 ряду. Итак, провязали 49 и 50 ряд до конца. То есть вот у нас этот ряд получился просто лицевой гладью. То есть с лицевой стороны это два ряда лицевые. Теперь приступаем к 51 ряду. Мы его провязываем следующим образом. То есть 3 петли кромочные у нас все так же без изменений. Это 3 просто лицевые петли. Перебрасываем маркер. И здесь мы выполняем накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Мы просто чередуем накид, лицевая, накид, лицевая. И так как мы начали ряд с накида, мы закончим симметрично. Точно так же у нас будет последняя лицевая петля и накид. Итак, вот я подхожу к завершению 51 ряда. Я здесь везде чередовал лицевая, накид, лицевая, накид. У меня остается последняя петля. Вот после накида мы выполняем последнюю петлю лицевая, накид, перебрасываем маркер. И здесь уже провязываем 3 петли кромочные лицевой, как обычно. И всего здесь вместе с накидами между маркерами, у нас которые петли, их должно быть 145. А затем мы приступаем уже к 52 ряду. Этот ряд у нас четный, и мы его провязываем сейчас просто все петли изнаночными. Встретимся в 53 ряду. Итак, провязали 51 и 52 ряд до конца. Вот такой рисунок у нас здесь получается. И сейчас мы приступаем к 53 ряду. По итогу 51 и 52 ряда у нас получилось 145 петель. Для того, чтобы у нас в дальнейшем рисунок сошелся, нам нужно 144 петли. Для этого мы сейчас сделаем одну убавку. Первые 3 петли, как обычно, мы провязываем просто лицевыми. То есть это вот эти наши кромочные петли ленты. Провязываем их лицевыми, перебрасываем маркер. И сейчас, чтобы сделать нам 144 петли в итоге, делаем одну убавку. То есть мы первые 2 петли просто вот так провяжем сейчас лицевой. То есть из 2 сделали одну. Все остальные петли до конца ряда мы просто провязываем лицевыми. И по итогу между маркерами у нас получится 144 петли. Получается, сейчас провязываем 53 ряд до конца лицевыми, 54 ряд следующий мы провязываем изнаночными и встречаемся с вами в 55 ряду. А также я вам напоминаю то, что у нас с вами в Instagram есть свой хэштег «Вяжу с Дуду», по которому я ищу ваши работы, которыми вы вдохновились после просмотра моих видео. Очень приятно и очень интересно смотреть на ваши успехи. Я лайкаю их, делаю скриншоты, ну и показываю в конце своих видео. Ставьте лайк этому видео, если оно было вам полезным, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Мне будет очень приятно видеть вас в числе своих подписчиков. Присоединяйтесь ко мне в Instagram, там тоже интересно. Ну а с вами был я, Эд. До скорого.